Всем привет! Сегодня я сниму видео на тему ботулизма. Можно ли заболеть ботулизмом от инъекции ботулотоксина и чем еще можно заработать ботулизм. Еще я говорю намеренно, потому что ботулизмом от инъекции заболеть можно. И как это сделать, я вам расскажу, что такое ботулизм и может ли косметолог вас им заразить. Ботулотоксин, кстати, является самым опасным ядом на Земле. Он опаснее яда кобры и опаснее всех ядов. И, кстати, в косметологии мы применяем именно самый опасный тип ботулотоксина, тип А. Именно поэтому часть пациентов сразу отсеивается, говорит, что не будет колоть никакой яд, потому что все это скажется в будущем и лишает себя прекрасной возможности продлить свою молодость и избежать морщинистого лба. 1 чистый грамм ботулотоксина содержит в себе более 1000 смертельных доз для человека. Так стоит ли рисковать вообще? Ну и сейчас я ставлю фотку одной дамочки, которая вначале не хотела себе колоть, а потом как захотела и как подсела, и как она изменилась при этом. Давайте посмотрим. Надеюсь, меня не засудят. Здесь подпишу, чья это фотка. Всего существует 3 типа ботулотоксина, который может вызывать ботулизм у человека. Тип А, тип Б и, нет, не угадали, тип Е. Так вот, как я сказала, косметологи-садисты, и мы колем самый опасный тип. Кто же является виновником всего этого безобразия и кто вырабатывает этот самый токсин? Итак, прародителем, мамкой ботулотоксина является Clostridia botulinum. Это такая спорообразующая бактерия, которая в неблагоприятных условиях образует вот эти самые споры, которые повсеместно на самом деле распространены. Она является анаэробом, то есть наилучшие условия для откладывания яиц, для превращения, размножения и превращения в вегетативную форму, то есть действующую, которая вот живет, радуется и вырабатывает токсин, который убивает всех нас. Наилучшая температура для ее размножения 22-25 градусов, поэтому она так любит консервы, она не любит воздух. Поэтому тоже ей очень нравятся консервы, и поэтому основным методом заражения до сих пор является алиментарный. И какие еще есть методы? Ну, конечно, через инъекции, как я вам уже сказала. И об этом я расскажу попозже. Для того, чтобы Clostridia хорошо себя чувствовала, размножалась и весело выделяла токсин, ей нужен еще обязательно белок, поэтому основным источником заражения ботулизмом являются мясные консервы, но, опять же, не только мясные, но и грибные, там тоже много белка, да и овощные тоже. Споры эти крайне устойчивы к неблагоприятным факторам, таким как высушивание, высокая и низкая температура, их не проймешь просто обработкой антисептиком или каким-нибудь кипяточком обдать. Нет, их надо кипятить при температуре 100 градусов больше получаса. И только тогда, когда очень хорошая термическая обработка, они могут погибнуть. Они поэтому хорошо себя чувствуют в окружающей среде, находятся или в водоемах, находятся в почве, поэтому один из основных путей передачи также является раневой путь. Это когда в рану человека попадает спора ботулизма, и в этой белковой среде при хорошей температуре они преобразуются в бактерию, в вегетативную форму, начинают вырабатывать ботулотоксин и убивают. Поэтому военным делают прививки от ботулизма, и военные женщины могут столкнуться с тем, что инъекции ботулотоксина не будут действовать на них, не будет эффекта, потому что у них много антител против него. Основной путь передачи это все-таки алиментарный. Это могут быть плохо промытые овощи,
Вот, поэтому это актуально в различных консервах, которые приготовлены кустарным путем. Когда какая-то бабушка сделала закрутки, она может недостаточно хорошо промыть свои овощи, заложить их в банку, и там будет идеальная среда для размножения и выделения ботулотоксина. Вот, поэтому после этого, как я все это читала и готовилась, у меня, кстати, появилась фобия. Я думала, что на помидор плеснул водички или на клубничку, и все, ничего не случится, ничего не надо делать. Но теперь я отношусь к этому по-другому, но все равно мою просто водичкой со страхом. Поэтому, кто употребляет различного рода консервы, длительно хранящиеся белковые продукты, это надо покупать вещи, которые делаются на производстве, потому что там применяется автоклавирование, и все живые бактерии, и все споры погибают. Вот. А если все-таки купили консервы у бабушки или кто-то из родственников угостил, и вы не уверены, что это может быть безопасно в плане ботулизма, тогда их надо хорошенько обработать, то есть либо банка помещается, закрытая в ведро, и кипятильником кипятится полчаса, либо это саму еду надо на сковородку или проварить полчаса. Я не знаю, кто будет после этого есть такие консервы. В общем, лучше покупать то, что сделано на производстве и продается в супермаркете. Либо который сам человек сделал и уверен в том, что он хорошенько все это проварил, промариновал. И, естественно, со взбухшими крышками нельзя все употреблять, это тоже 100%. После того, как открыли консервы, они должны храниться в холодильнике, потому что в холодных условиях спорообразование не происходит у бактерий ботулизма. Какие же неблагоприятные условия для кластридии в том, чтобы она образовывала токсин? Это содержание соли более 8%, содержание сахара более 50%, щелочная или кислая среда. Поэтому, когда делаются консервы самостоятельно, тоже это все должно учитываться. Я, правда, не знаю, как можно посчитать 50% сахара, но, тем не менее, это так. Когда человек заразился ботулизмом, происходит 3 последовательных стадии. И первая стадия – это токсическая или токсическая фаза. У человека может подняться температура однократно, не сильно, потом снизится, и больше она уже не поднимается. Также может быть легкое недомогание, то есть что-то гриппоподобное. Вторая фаза – это фаза кишечных проявлений. Вначале может быть диарея 1 или несколько раз, потом рвота, тошнота, но все это быстро проходит, и наступает уже парез. А почему это происходит, давайте я расскажу. Ботулотоксин поражает главным образом нервную систему, а именно передние рога спинного мозга, которые отвечают за сокращение мускулатуры, а прежде всего гладкой мускулатуры, и скелетной тоже, но в меньшей степени. Поэтому, так как все мы изнутри состоим из гладких мышц, все наши желудочно-кишечная, выделительная система, в общем, все содержит гладкие мышцы. Происходит расслабление мышц, и вот уже перистальтика кишечника нарушается, затрудняется, и даже становится невозможным стул самостоятельный, мочеиспускание. Наступает 3-я фаза, общетоксическая. Здесь главным образом все начинается с мелких мышц, а самые мелкие мышцы у нас глазные. И человек начинает жаловаться на то, что у него ухудшается зрение, нарушается конвергенция. Это то, что мы двигаем 2 глазами в одну сторону, то есть они разъехались и все. Нет этого содружественного движения. И нарушается аккомодация, когда мы фокусируемся обоими глазами на каком-то предмете и видим его четко.
И прежде всего у человека нарушается зрение вблизи, то есть у него появляется дальнозоркость, предмет спереди, он видит плохо, он начинает максимально отодвигать текст, чтобы что-то увидеть. Также нарушается работа мышц гортани, глотки, небо теряет тонус и обвисает. И появляется такое носовое звучание при разговоре, может быть поперхивание, мышцы надгортанника расслабляются, и пища попадает не в пищевод, а может попадать в гортань, трахею, ну и в легкие. И поэтому ботулизм может сопровождаться пневмонией, когда вызванный вот именно попаданием пищи и жидкости в легкие. Конечно, самое опасное здесь это расслабление дыхательной мускулатуры. Ботулизм заканчивается, если это тяжелая степень, а до сих пор каждый 4-5 человек, который заболел ботулизмом, вот так по-настоящему съел консервы, он умирает. И умирает он от того, что развивается дыхательная недостаточность. Мышцы не двигаются, он не может сделать вдох, и дыхательная функция прекращается. То есть он не может вдохнуть, он не может дышать, он задыхается. Какие же еще особенности есть при заражении ботулизмом? При ботулизме, ну, конечно, есть массовость, то есть те, кто съели что-то одинаковое вместе, они заражаются вместе и проявляются симптомы. То есть если такие симптомы, как тошнота, там, рвота, головная боль и так далее, повышение температуры, все это появилось, то у нескольких человек в одном коллективе, которые употребляли одну и ту же пищу, то уже возникает вопрос, что это за отравление. И вот как раз ботулизм отличается от других заболеваний, других отравлений сильных тем, что не поражается головной мозг, не поражается центральная нервная система. И человек все свое заболевание находится в сознании, у него нет галлюцинаций, у него нет потери сознания, в отличие от похожих на него по другим симптомам отравлений различными грибами, фосфороорганическими соединениями, метиловым спиртом, алкалоидами из парании. То есть все начинается одинаково, но человек в сознании. Вот это может помочь в плане диагностики. В среднем инкубационный период при ботулизме длится 12-24 часа. Это может быть стремительное развитие симптомов, когда они появляются через 2-3 часа после отравления. Это уже говорит о тяжелой степени, о том, что токсин попало много в организм, ну и, соответственно, очень большая вероятность летального исхода. И это может длиться несколько дней, инкубационный период, и, как правило, это уже более легкие степени ботулизма, и прогноз тут уже лучше. Ботулизм может быть и в совсем легкой степени, когда у человека только глазные проявления, либо кишечные, которые там проходят через какое-то время, через месяц-два. И это не происходит при инъекциях ботулотоксина. Хотя, если принять его внутрь, может быть, и произойдет. Мы не пробовали и вам не советуем. Что же делать, если кто-то из ваших знакомых, из вашего окружения показывает такие симптомы, которые характерны для ботулизма? И есть предпосылки, то есть что-то такое он скушал. Очень важно, ну, конечно же, сразу вызвать скорую помощь и начать мероприятие по спасению человека. Надо делать промывание желудка водой или водой с содой, допустим, на литр там столовая ложка соды, либо просто теплой водой. 8-10 минут надо промывать желудок
вливать в него жидкость, потому что пока еще он может пить, человек, потом это уже будет затруднительно, надо его очищать. Ну и делать очистительную клизму тоже, чтобы убрать по максимуму возбудителя из организма, чтобы уменьшить степень действия токсина на человека. Надо уложить человека, не давать ему ходить, а уложить, чтобы он лежал спокойно. Естественно, голова у него должна быть на боку, чтобы он не заглотил собственную рвоту, да, и накрыть теплым полотенцем, чтобы не было мышечной дрожи, потому что чем больше он двигается, тем быстрее подействует ботулотоксин на человека и вызовет свои токсические эффекты. Вот как раз в косметологии мы наоборот просим человека, чтобы он первые 40 минут хмурился, удивлялся, чтобы лучше разошелся ботулотоксин, лучше подействовал, вызвал максимальный эффект от той дозы, которую мы ввели. Вот здесь наоборот, надо, чтобы он подействовал медленнее. Вызывается скорая, человек перевозится в инфекционную больницу, и там сразу подключаются реанимационные мероприятия. Кстати, вот я еще не сказала, что при ботулизме все слизистые, все высыхает, мышцы, которые выталкивают секрет на поверхность, не сокращаются, то есть все высыхает, и этим мы пользуемся для того, чтобы убрать потливость. То есть ботулотоксином мы еще можем заблокировать выделение пота там, или, допустим, мы куда-то колем, и сальность уменьшается. Вот при угревой болезни тоже применяется ботулотоксин, офф-лейбл пока что, но тем не менее сальность кожи значительно снижается. И вот здесь все высыхает, глаза высыхают, даже некоторые больные жалуются, что жжение в глазах, потому что слизистая вся сухая у глаз, не выделяется слеза. Вот. И пациенты, конечно, хотят пить, пока они могут, вот, поэтому они пьют сами вначале, потом из ложечки, а если это невозможно, тут уже подключается инфузионная терапия в условиях инфекционного стационара, вводятся растворы водно-солевые, и питание, конечно, тоже, если все расслаблено, забрасывается в легкие, большой риск аспирационной пневмонии, то тогда переходит на питание зондовое или парентеральное даже. Пациент может жаловаться также, несмотря на то, что не очень сильно скелетная мускулатура поражается, он может жаловаться на тяжесть при ходьбе, он может перестать ходить и просто лежать. И вот эта реабилитация, она после того, как происходит снова иннервация, восстанавливается иннервация, и человек возвращается к жизни, реабилитация может быть долгой, несколько месяцев, он учится ходить снова, физиопроцедуры ему назначаются, различные стимулирующие, там, миостимуляции и так далее. В общем, весь процесс выхода из ботулизма, он долгий, он непростой. Но радует то, что при ботулизме все-таки происходит парез мышц, а не паралич. То есть нет такого, что мышца отключилась и все, она больше не работает и никогда не заработает. Вот этого боятся все наши пациенты. Но это полностью обратимо, поэтому через какое-то время надо повторять инъекции при эстетической коррекции морщин, потому что мышца, как не хотелось бы, она все равно восстановит свою силу. Было выявлено на биологических животных, что для человека массой 70 килограмм летальной дозой является инъекции 3000 единиц ботулотоксина. В одном флаконе содержится 100 единиц ботулотоксина, то есть это 30 флаконов надо уколоть, чтобы человек умер. В отношении того, какие же дозы все-таки применяются. У взрослых это, как правило, если мы берем 100-единичный препарат, применяется не более
50, максимум 150 единиц. Ботулотоксин – это очень дорогой способ покончить жизнь самоубийством, скажем так. Вот. В отношении того, какие дозы и с какого возраста в принципе применяются в медицине в отношении ботулотоксина, здесь мы берем детей с детским церебральным параличом. Разрешено по инструкции применение у детей ботулотоксина с 2 лет. И доза, которая проводится, это, во-первых, инъекции делаются раз в 3 месяца, стараются не чаще. Вот. И по исследованиям также было выявлено, что даже в более раннем возрасте не оказывает препарат токсического действия, но тем не менее юридически с 2 лет. Какие же дозы требуются детям, чтобы расслабить мышцы, напряженные при этом заболевании? Если это крупная мышца, то в одну мышцу вводится не более 100 единиц. Если это мелкая мышца, то не более 50 единиц. В среднем в одну мышцу несколькими или одной точкой вводится от 20 до 100 единиц ботулотоксина. Соответственно, в лицо взрослого человека вводится 50 единиц ботулотоксина, и это не раз в 3 месяца, а, как правило, чаще. То есть эта доза очень-очень маленькая, чтобы вызвать это заболевание. Ну а какие все-таки побочные эффекты серьезные мы можем добиться инъекциями ботулотоксина именно в эстетике? Прежде всего, это самое частое осложнение, это птоз бровей и такой грозный вид, нахмуренный, когда сильно опускаются головки бровей. Вот это вот встречается часто, это и причиной этому являются и высокие дозы, и тонкие мышцы у пациента, и анатомические особенности, и неправильные инъекции, то есть это может быть разная причина, либо очень активная мышца лобная, когда человек до инъекции очень сильно поднимает себе брови, чтобы открыть глаза, скажем так. Ну и когда лоб потом фиксируется, человек не может поднять брови, и он видит вот этот вот птоз, нависание верхнего века, который никак не убирается. Это, конечно, тоже очень сильно расстраивает человека. Все эти симптомы обратимы полностью, но требуют времени, и так, чтобы какая-то активная и быстрая помощь провелась и что-то было эффективно, это невозможно. То есть это придется ждать. Также часто бывает асимметрия. Но эти симптомы могут встретиться у любого человека, сколько бы он раз не делал инъекции, и поэтому все чаще косметологами применяется двухэтапная, скажем так, ботулинотерапия. То есть вначале на первом этапе вводится очень маленькая доза, а через 2 недели уже в зависимости от того, как он отреагировал на инъекции, вводится уже больше препарат в необходимой дозе для нивелирования вот этих вот возникновения возможных побочных эффектов. Что еще бывает, и это уже, наверное, вот ошибка косметолога, это инъекции в нецелевые мышцы. Есть по инструкции изначально ботулотоксин был показан для эстетической коррекции верхней трети лица, то есть это лоб и межброви. Вот как раз в средней трети лица и в нижней там есть много переплетающихся мышц, в которые можно попасть, и тогда пациент получит побочные эффекты, которые тоже очень неприятны для него. Возможно, они не так видны будут окружающим, но тем не менее совсем будут нарушать его жизнь. Это, например, диффузия в большую скуловую и малую скуловую мышцы, которые прикрепляются к углу рта, и это может затруднить улыбку, то есть человеку тяжело будет улыбаться, и он будет ощущать вот прям мышечную слабость и невозможность сильно улыбнуться.
хотя окружающие могут этого не замечать. Также асимметрия может быть, куда-то, где-то с одной стороны проникла в мышцу, с другой нет. То есть улыбка на одну сторону может быть. Это может быть, когда женщина хочет вот эти вот мелкие вертикальные морщинки убрать, кисетные, да, это может быть невозможность или очень сильная слабость и тяжесть в выполнении движения губы в трубочку, это может нарушить питание, это может нарушить артикуляцию, и в принципе мышцы могут очень сильно уставать, потому что человек не может это сделать, пытается, но при этом мышцы не слушаются. Вот эти вот мышцы смеха, когда пытаются скорректировать, это, как я называю, может быть, улыбка мамы Стифлера, когда вот такое вот улыбка, и вот здесь вот нависание щечек, тоже очень неприятная ситуация. Также это вот эти вот, у некоторых бывают людей, вот здесь вот такие морщины, я покажу на себе, у меня они есть. Вот эти вот морщины, если попытаться их тоже скорректировать, даже очень маленькой дозой, происходит обвисание угла рта, и, в общем-то, пациент может выглядеть некрасиво какое-то время, пока не расслабится. Ну, 1-2 месяца, вот прям это может быть заметно. Плюс это подкожная мышца шеи, платизма, когда мы инъецируем тяжи платизмы, а это очень востребованная процедура, когда вот именно такие тяжи мы действительно можем расслабить, но когда берется высокая доза, то может быть слабость мышц, и вот пациенту тяжело поднять голову с подушки, если сильно расслабить вот эту вот мышцу. Даже одна пациентка мне говорила, что мне приходилось себя с подушки поднимать за волосы, то есть настолько тяжело было вот это вот движение. Вот. Ну и также западение назад, если инъецируются вот именно вот эти вот мышцы шеи, если это ботокс, чтобы сделать шею Барби, тоже можно вызвать расслабление сильной мышц, что не будет держаться голова. Но это, в общем-то, не часто инъекции туда выполняются, и мышцы, и дозы все-таки маленькие делаются, но тем не менее таких побочных эффектов можно добиться. Плюс, если еще как-то скорректировано с одной стороны мышца больше, с другой меньше, может быть перераспределение. Где-то мышца сильно расслабилась, а с другой стороны взяла на себя всю активность, и она начинает болеть, становиться плотной, ну и спазмируется, то есть тут может появиться головная боль и так далее. Вот это вот все основные неприятности, которые могут реально возникнуть при инъекциях ботулотоксина, но ботулизма добиться очень тяжело при правильном применении этого лекарства. И вот здесь в случае с ботулотоксином как раз как нельзя кстати подходит выражение «все есть яд и все есть лекарство». Действительно, если делать все в нужных дозировках, небольших, в нужные точки, никаких побочных эффектов, либо длительно сохраняющихся каких-то неприятных эффектов мы не добьемся, но при этом мы можем настолько сделать эстетически моложе лицо, то есть добиться таких хороших результатов. И, кстати, вот когда человек приходит к косметологу, косметолог, если он не видит противопоказаний, он вот именно, чтобы, скажем так, подсадить на косметологию, заинтересовать пациента, он в числе первых предлагает инъекции ботулотоксином, потому что результат виден сразу. И когда человек длительно делает инъекции, действительно можно избежать вот этих вот заложившихся морщин на лбу и межброви. Это является своего рода профилактикой, единственной профилактикой, то есть никаким другим методом мы этого не добьемся. Ну а я с вами прощаюсь и жду вас в новых видео на моем канале. Всем пока! Кстати, я уверена, что у некоторых из вас, впрочем, как и у меня, возникло такое ощущение, когда я
посмотрю на себя в этом видео, что чё ж ты так его хвалишь, а сама вот вся морщинистая, вот что под глазами ужас просто творится. Могу сказать, что полностью согласна. Я ленивая. Не буду говорить слово на букву «Ж», но да, все есть, но не колю. И есть некоторые моменты, кстати, может показаться, что любые морщины можно исправить ботулотоксином, на самом деле нет, мы очень ограничены в областях, но лоб и межброви можно сделать просто идеальными. Опять же, если нет противопоказаний, если нет каких-то особенностей.